Привет всем! Предупреждаю, голой жопы вы здесь не увидите. Ну, теперь, когда все лишние переключились, обращаюсь к зрителям моего канала. Ну, во-первых, хочу извиниться за то, что в предыдущем видео, но это именно то видео, где мы с вами получали чистое серебро из контактов на MIDI, получились отключенные комментарии. Почему они оказались отключенными, для меня загадка. Но тем не менее, мы все равно сделаем с вами приз и разыграем его. Что бы ни случилось, ссылки на это видео внизу в описании. Но сегодняшнее видео будет посвящено заправке газового баллона. Вот такого вот туристического газового баллона. Я его заправляю очень просто, с очень-очень простым переходничком. Мы с вами его изготовим. И стоимость заправки, соответственно, такого баллончика равняется практически нулю. Я вам покажу, как его очень просто сделать. Расскажу, вы сможете это повторить и пользоваться. В YouTube много видео по заправке самыми разными методами, но все они имеют маленький, ну или большой минус. Либо дорого стоит, либо нужно вложить немало сил для изготовления таких приспособлений, вплоть до токарных работ. А это очень сокращает возможность применения таких самоделок. Достаточно сложными методами стоит заморачиваться действительно, если вы заправляете сразу там 20, 30, 50 баллонов. А если вам нужно заправить всего один баллон, тогда вам пригодится метод, о котором я рассказываю. Вы когда-нибудь заправляли самую обычную зажигалку самым обычным газовым баллончиком через переходник? Мой метод основан на этом же принципе. Ничего нового, просто метод применен немножечко нестандартно. Дальше нам нужно изготовить переходник. Для этого нам понадобится шприц, ну практически любой одноразовый шприц, 2 кубика, 5 кубиков, и понадобится острый нож. Ножом аккуратно отрезаем носик шприца вместе с верхней шайбой. Итак, у нас готов переходничок. Его мы примеряем. Газовый баллончик, наш переходничок ставим. Отлично, все работает. Все работает, переходничок наш подходит. Что делаем дальше? Итак, сначала измеряем диаметр носика нашего переходника, наружный диаметр. И он составляет примерно 4,3 миллиметра. 4,3 миллиметра. Поэтому берем наше сверлышко, ну, порядка 4 миллиметров. Берем крышку, которую нужно приобрести отдельно. Это защитная крышка на газовый баллон. Ее желательно приобрести отдельно. И примерно в центре нашей крышечки сверлим отверстие диаметром 4 миллиметра. Да, если у вас вот такой рифленый рисунок, как на этой крышечке, его лучше, конечно, убрать напильником, аккуратно сточить, для того, чтобы
крышка была абсолютно плоская. Просверлили отверстие. Вот оно, абсолютно сквозное отверстие на 4 миллиметра. И что же дальше? А дальше все. Дальше все поделки наши закончились. Наш переходничок, если есть у вас капля силикона, ну, либо использованная жевательная резинка, либо какой-либо клей, ну, кроме ПВА, немножечко смазываем площадку вокруг нашего отверстия и вставляем туда наш переходник. Закручивая крышку на баллон, потом вставляем туристический баллончик для заправки, нажимаем, открываем краник и заправляем наш туристический баллон. Ну, в общем-то, все. Таким методом заправки пользуюсь уже очень давно. Вот можете посмотреть на дату выпуска баллона. Это еще баллон 2009 года. У меня несколько баллонов. Каждый из них заправляется примерно раз в месяц. Ни разу пока еще не было внештатных ситуаций. То есть, когда бы баллон разрывался, обжигались руки и так далее. Я никогда не заправляю баллон на 100%, не пытаясь в него втолкнуть больше, чем он может вместить. Заправляю баллон на 70-80%. Этого вполне достаточно. Использовали эти 70-80%. Дальше можете использовать другой баллон, а этот идет в заправку. Итак, для начала взвесим наш пустой газовый баллончик. Включим весы на 0. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. «125 грамм». Чуть-чуть больше. Наш пустой газовый баллончик. Теперь попробуем его заправить. Наша схема полностью подготовлена к использованию. Берем наш баллончик, вставляем в отверстие, немножко придавливаем его и открываем кран. Слышите, пошла заправка. Буквально там каких-то там 10 секунд. Закрыли. Ну и так пару раз. Ну и теперь попытаемся взвесить наш баллон. Насколько же он заправился. Теперь он весит 273-274 грамма. То есть он заправился процентов на 70. Ну, я считаю, этого достаточно. Ну и теперь анонс. Очень скоро мы с вами пройдем полный путь вот от таких вот конденсаторов до ювелирки. Самостоятельно, практически на коленке, изготовим украшения, а затем разыграем его среди подписчиков, которые оставили свой комментарий. Любой комментарий, положительный, отрицательный, не имеет значения. Кстати, напишите в комментариях, что будем выливать, колечко или крестик. Больше неспамных комментариев, больше вероятность выигрыша. Так что подписываемся, жмем на лайк и колокольчик. И я всегда жду вас на своем канале.
Thank